Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. Что-то в этой сцене в лифте кажется странным. На несколько секунд мир словно замирает, пока Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук обмениваются взглядами, которые не должны были быть видны. Это едва заметно, почти случайно, но фанаты убеждены, что это означает нечто большее. Почему камера задержалась? Почему их выражения лиц так внезапно изменились? И что именно чуть не было раскрыто в тот момент? По мере того, как BTS 2.0 разворачивает свою более мрачную сюжетную линию, эта сцена приводит Арми в неистовство, они пересматривают ее снова и снова, пытаясь заметить то, что пропустили все остальные. Потому что, если моргнуть, можно пропустить правду, скрывающуюся прямо перед тобой. Момент не заканчивается, когда двери лифта открываются. Вместо этого он задерживается, и это кажется намеренным, как подсказка, оставленная на виду. По мере перехода между сценами напряжение между Ким Тэ-хёном и Чон Чин-гуком не исчезает. Этот момент незаметно переходит в следующую сцену, скрываясь за быстрыми монтажными склейками и мрачными визуальными эффектами. Все в BTS 2.0 кажется тщательно продуманным, но этот короткий обмен взглядами в лифте кажется слишком реальным, слишком непостановочным, чтобы его игнорировать. Фанаты быстро начали анализировать каждый кадр, замедляя его, приближая, пытаясь понять, почему этот единственный взгляд имел такое значение. Еще более интригующим является контраст. Всего несколько мгновений назад атмосфера была хаотичной, наполненной срочностью и беспорядком, а внутри лифта время замедлялось почти до полной остановки. Выражение лица Тэ-хёна смягчается, что не соответствует напряжению снаружи, в то время как взгляд Чин-гука становится более острым, словно он что-то осознает в этот самый момент. Это создает столкновение эмоций, которое кажется несовместимым с остальной частью повествования, и именно поэтому оно выделяется. Это не просто очередная сцена, это трещина в истории, сквозь которую просачивается что-то настоящее. По мере того, как клип становится все более мрачным и кинематографичным, повествование все больше фрагментируется. Сцены переключаются между тусклыми индустриальными пространствами, контролируемой обстановкой и моментами тихой изоляции. В одной из сцен Чин-гук выглядит собранным и расчетливым, стоя в обстановке, которая предполагает власть и контроль, но в его движениях все еще чувствуется некая нерешительность, которой раньше не было. Между тем, присутствие Тэ-хёна кажется более непредсказуемым, он переходит от уязвимости к уверенности, заставляя зрителей гадать. Двойственность между ними становится невозможно игнорировать, словно две стороны истории, которые еще не полностью раскрылись. Сцена в лифте начинает ощущаться как поворотный момент, даже если она длится всего несколько секунд. Она задает вопрос, на который остальная часть клипа так и не дает прямого ответа. Был ли это момент узнавания, молчаливого понимания или что-то, что вообще не должно было быть запечатлено на камеру? Чем больше фанаты пересматривают клип, тем больше в нем проявляется слоев. Небольшое изменение позы, запоздалая реакция, то, как их взгляды встречаются, а затем тут же отводятся друг от друга. Эти детали не привлекают к себе лишнего внимания, но, однажды замеченные, они не забываются. Еще больше подогревает слухи то, как клип избегает развязки. Вместо того, чтобы разрешить напряжение, он нагнетает его, сцена за сценой, не предлагая четкого объяснения. Это создает эмоциональное напряжение, которое держит зрителей в напряжении, не потому, что они понимают, что происходит, а потому, что чувствуют себя на пороге открытия чего-то важного. И в центре всего этого остается тот самый момент в лифте, тихо закрепляющий все повествование. По мере того, как дискуссии продолжают разгораться в фан-сообществах, становится ясно одно: речь идет уже не просто об одной сцене. Речь идет о возможности того, что BTS 2.0 рассказывает более глубокую историю, которая опирается на тонкости, скрытые эмоции, а не на очевидные ответы. В этой истории Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук, кажется, связаны между собой чем-то большим, чем то, что открыто показано в клипе. Настоящий вопрос не в том, был ли этот момент преднамеренным, а в том, почему он кажется таким значимым, несмотря на то, как мало он раскрывает. Потому что иногда самые сильные части истории – это те, которые почти остаются скрытыми, те, которые промелькивают на секунду, а затем снова исчезают.
И в эти неожиданные секунды в лифте кажется, что что-то важное почти вышло на свет, что-то, что зрители до сих пор пытаются полностью понять. Чем глубже погружаются фанаты в историю, тем больше повествование начинает меняться неожиданным образом. То, что когда-то выглядело визуально потрясающей концепцией, постепенно превращается в нечто гораздо более многослойное, почти тревожное своей точностью. Каждый переход, каждая тень, каждая тишина между сценами начинают ощущаться связанными, как будто весь клип построен вокруг фрагментов, которые обретают смысл только при совместном рассмотрении. И все же этот момент в лифте отказывается затеряться на заднем плане. Вместо этого он становится сильнее, превращаясь в эмоциональное ядро, вокруг которого, кажется, вращается все остальное. Круглый. По мере анализа новых кадров начинают проявляться тонкие параллели. Поза Чингука в более поздних сценах отражает его положение в лифте, сдержанное, но в то же время замкнутое, словно он что-то скрывает. Тэхён, с другой стороны, излучает тихую интенсивность, которая раньше не была столь очевидной, его выражения лица колеблются между осознанностью и сдержанностью. Это создает напряжение, которое кажется неразрешенным, словно история, застрявшая между откровением и сокрытием. Ничего не подтверждено, но и ничего не кажется случайным. Кинематография только усиливает загадочность. Отражения, замкнутые пространства и тщательно выстроенные кадры появляются снова и снова, усиливая идею того, что за вами наблюдают, или, возможно, вы скрываетесь на виду. В нескольких эпизодах камера задерживается ровно настолько, чтобы намекнуть на то, что под поверхностью скрывается нечто большее, но обрывается, прежде чем что-либо станет ясно. Этот паттерн продолжает развиваться, затягивая зрителей все глубже в повествование, которое так и не раскрывает всех своих замыслов. Что делает все еще более напряженным, так это эмоциональный подтекст, тихо проходящий под визуальным рядом. Ощущается нерешительность, что-то почти прорывающееся, но постоянно сдерживаемое. И снова все сводится к тому единственному, мимолетному разговору в лифте. Предположения продолжают распространяться, теории развиваются с каждым повторным просмотром. Некоторые считают, что это намек на скрытую сюжетную линию, другие думают, что это символическое представление чего-то более глубокого, чего-то личного, что нельзя открыто выразить. Но что поддерживает разговор, так это неопределенность. Клип не направляет зрителей к однозначному ответу. Вместо этого он предлагает им задавать вопросы обо всем. К моменту, когда финальный кадр исчезает, история не кажется законченной, она кажется застывшей, словно что-то еще ожидающее своего развития. И каким-то образом все возвращается к тому лифту. Тем нескольким неожиданным секундам, когда что-то почти всплыло на поверхность, что-то, что не должно было быть замечено, но теперь уже не может быть разведено. Теперь вопрос кажется тяжелее, чем когда-либо. Если тот момент был лишь мимолетным проблеском, то что же скрывает вся история целиком? И что еще важнее, была ли эта короткая связь между Тэхёном и Чингуком просто частью повествования, или единственным моментом, когда повествование чуть не разрушилось? И как раз тогда, когда кажется, что больше нечего раскрывать, повествование тихонько снова меняется, уводя все в более глубокую, тревожную перспективу. То, что когда-то казалось скрытой деталью, теперь начинает восприниматься как намеренно созданный центральный элемент, нечто, вокруг чего тонко вращается весь клип, никогда не признавая этого напрямую. Лифт больше не просто место, он становится символом. Замкнутое пространство, где ничто не может быть полностью скрыто и ничто не может полностью вырваться наружу. Когда фанаты пересматривают более ранние сцены, связи начинают формироваться в обратном порядке. Моменты, которые когда-то казались разрозненными, теперь с пугающей точностью совпадают, как будто они всегда указывали на тот единственный обмен репликами. Темп, освещение, даже эмоциональный ритм клипа, кажется, подводит к этой паузе во времени. И все же, вместо того, чтобы что-либо разрешить, это еще больше разрушает историю, оставляя ощущение, что что-то важное было прервано, а не завершено. Присутствие Тэхёна становится все более ощутимым с каждым повторным просмотром, не громче, а многослойнее. В его движениях в каждой сцене чувствуется тихая осознанность, словно он знает больше, чем показано.
Чингук, напротив, несет в себе напряжение, которое становится все труднее сдержать, словно кто-то стоит на грани осознания, но так и не переступает ее. Вместе их динамика создает притяжение и отталкивание, которое кажется почти слишком реальным, чтобы быть чисто кинематографическим. Чем сильнее этот контраст, тем больше момент в лифте начинает ощущаться как точка столкновения, не просто между двумя персонажами, а между контролем и уязвимостью, между тем, что показано, и тем, что почти раскрыто. Речь идет не о том, что произошло, а о том, что почти произошло. И это «почти» становится самой сильной частью всей истории. Что делает это невозможным игнорировать сейчас, так это то, как клип избегает завершения любой ценой. Каждый раз, когда он приближается к раскрытию чего-то конкретного, он отступает, заменяя ответы молчанием. Эта тишина не пуста, она тяжела, наполнена смыслом, который отказывается быть полностью понятым. И в этой тишине мельчайшие детали становятся громче, особенно те, которые связаны с Тэхёном и Чингуком. Когда финальная сцена возвращается в памяти зрителей, начинает приходить осознание, возможно, эта история никогда и не предназначалась для разгадки. Возможно, ее нужно было прочувствовать, пережить фрагментарно, а не понять целиком. И если это так, то лифт был не просто сценой. Это был момент, когда иллюзия ускользнула, когда что-то реальное прорвалось сквозь поверхность, пусть даже всего на секунду. Теперь, при каждом пересмотре, этот короткий обмен кажется не столько совпадением, сколько скрытой истиной, ожидающей признания. Неподтвержденной, необъясненной, просто там, в лифте. На заднем плане, отказываясь исчезнуть. И по мере того, как тайна продолжает разрастаться, последний вопрос не утихает. Если этот момент никогда не должен был быть замечен, то почему он кажется самой реальной частью всего происходящего? И по мере того, как шум вокруг клипа достигает своего пика, начинает происходить нечто неожиданное. Фокус постепенно смещается от теорий, от предположений к чему-то гораздо более сложному для объяснения. Речь больше не идет просто о расшифровке сцен или соединении визуальных подсказок. Речь идет о чувстве, которое не угасает, тихом напряжении, которое сохраняется еще долго после окончания видео. С каждым повторным просмотром момент в лифте начинает казаться не столько загадкой, которую нужно разгадать, сколько воспоминанием, которым не следовало делиться. То, как выражение лица Ким Тэхёна смягчается на долю секунды, то, как Чон Чингук, кажется, колеблется, прежде чем отвести взгляд, все это несет в себе вес, не зависящий от контекста. Этот момент кажется изолированным от остальной части клипа, почти не затронутым сюжетной линией. И вот тут все снова начинает меняться. Потому что если этот момент действительно не принадлежит повествованию, то где же ему место? Когда зрители начинают задавать этот вопрос, вся структура BTS 2.0 приобретает иной смысл. Мрачная эстетика, фрагментированное повествование, размеренный темп – все это начинает ощущаться как слой, наложенный на что-то другое. Что-то более тонкое, что-то, что сложнее уловить. И внутри этого слоя присутствие Тэхёна и Чингука ощущается не столько как игра, сколько как нечто, ускользающее от внимания. Нарастает ощущение, что люди реагируют не только на то, что они увидели, но и на то, что они почувствовали в этом коротком обмене. Пауза, которая длилась слишком долго. Взгляд, который держал в себе слишком много. Молчание, которое говорило больше, чем любой заготовленный момент. Это та деталь, которую нельзя доказать, но и нельзя игнорировать. По мере того, как дискуссии продолжаются, начинает формироваться новый вопрос. Вопрос, который кажется более важным, чем все остальные. Что если причина, по которой этот момент кажется таким реальным, в том, что он не был полностью частью акта? Эта идея остается неподтвержденная, но ее невозможно игнорировать. Не как утверждение, а как возможность, которая незаметно перестраивает все. Потому что если даже небольшая часть этой сцены не была запланирована, это означает, что что-то подлинное проскользнуло в середину тщательно выстроенного мира. Что-то, что не было вырезано. Не было скрыто. Просто осталось там, на долю секунды, прежде чем история двинулась дальше. И, возможно, именно поэтому он продолжает преследовать меня при каждом пересмотре.
Потому что сколько бы раз ни анализировали клип, сколько бы теорий ни строилось, этот момент отказывается стать обычным. Он стоит особняком, нетронутый объяснениями, несущий эмоциональную тяжесть, которая кажется почти слишком реальной для вымысла. Теперь загадка не только в том, что произошло за эти несколько секунд. Загадка в том, почему все до сих пор кажется незавершенным, словно что-то прервано, прежде чем оно успело полностью раскрыться. И пока миллионы людей продолжают смотреть, перематывать и искать ответы, одна мысль возвращается все громче и громче. А что, если этот момент в лифте вовсе не пытался рассказать историю, а случайно ее раскрыл? И как раз тогда, когда кажется, что момент рассмотрен со всех возможных сторон, начинает приходить более тихое осознание, то, что снова все меняет. Сила этой сцены в лифте заключается не только в том, что было показано, но и в том, что так и не получило продолжения. Никакого продолжения. Никакого объяснения. Никакого возвращения к той же эмоциональной интенсивности нигде больше в клипе. Она появляется один раз, поражает неожиданной силой, а затем исчезает, почти так, как будто ей не суждено было остаться. Это отсутствие становится невозможно игнорировать. Потому что в таком тщательно продуманном проекте, как BTS 2.0, ничто не задерживается случайно, и ничто не исчезает без цели. Однако этот момент делает и то, и другое. Он остается в памяти, но исчезает в повествовании. И именно это противоречие снова и снова притягивает людей. По мере того, как раскрываются новые слои, некоторые зрители начинают замечать нечто еще более тревожное. Энергия между Ким Тэ-хёном и Чон Чингуком достигает пика не только в лифте, она там же и распадается. До этого все кажется контролируемым, преднамеренным, почти отстраненным. После этого происходит едва заметный сдвиг. Не драматичный, не очевидный, но достаточный, чтобы остальная часть клипа казалась немного несбалансированной, как будто что-то изменилось, но история так и не осознала этого до конца. Это проявляется в том, как темп повествования кажется немного более торопливым после этого. В том, как некоторые сцены обрываются слишком быстро, словно избегая чего-то. В том, как их присутствие, даже когда они разделены, все еще несет в себе отголосок того момента. Это не те детали, которые требуют особого внимания. Но стоит их заметить, и они незаметно меняют весь зрительский опыт. И именно тогда игнорировать такую возможность становится сложнее. Что если лифт был не просто сценой в сюжете, а точкой, где сюжет теряет контроль само по себе? Не в хаотичном смысле, не в чем-то очевидном, а в кратком, почти незаметном промахе, когда что-то подлинное прорвалось сквозь структуру. Что-то, что не полностью соответствовало сценарию, но не было удалено. Что-то, что осталось, скрытое на виду, ожидающее, чтобы его почувствовали, а не объяснили. Чем больше эта идея укореняется, тем больше все остальное начинает вращаться вокруг этого единственного несовершенства. Потому что совершенство не оставляет после себя подобных вопросов. Совершенство не создает моментов, которые кажутся незавершенными, неразрешенными или слишком реальными для своего контекста. Но это создало. И, возможно, именно поэтому оно продолжает находить отклик далеко за пределами визуального ряда, за пределами теорий, за пределами бесконечных пересмотров. Оно затрагивает нечто более глубокое, нечто, что нельзя легко определить, можно только пережить. Теперь повествование кажется не столько законченной историей, сколько проблеском чего-то, что не должно было быть полностью раскрыто. Тщательно выстроенный мир, который на мгновение позволил существовать чему-то непредсказуемому. И пока эта мысль не покидает нас, начинает формироваться последний вопрос, тише остальных, но гораздо труднее от него избавиться. Если этому моменту действительно не суждено было остаться, то почему его так и не убрали?